Деревня Залесье умирала тихо и с достоинством, как старый дуб. Молодежь давно сменила тяжелый крестьянский труд на огни больших городов, оставив стариков доживать свой век среди покосившихся заборов и заросших крапивой огородов. Одной из последних хранительниц этого места была Марфа Петровна, маленькая высохшая женщина с глазами цвета предрассветного тумана. Когда Марфа стала совсем слаба, ее сын Алексей, успешный инженер из города, начал приезжать все чаще. Он привозил лекарства, чинил крышу, колол дрова. А когда матери не стало, Алексей, вопреки ожиданиям друзей, не продал дом. Он запер свою городскую квартиру и остался. Ему казалось, что здесь, среди тишины и запаха сосновой смолы, он наконец-то дышит по-настоящему. Алексей был человеком дела. Он любил лес, знал его тропы и часто уходил на долгие прогулки, которые иногда заканчивались охотой, а иногда просто созерцанием. Однажды, в начале июня, когда лес был полон жизни, Алексей наткнулся на тишину. Странную, пугающую тишину в малиннике. Там, среди поваленных веток, лежала медведица. Она была мертва. Следы браконьерских пуль не оставляли сомнений в том, что произошло. А рядом, уткнувшись в холодный бок матери, тихо скулил крошечный бурый комок. Медвежонок был настолько мал, что едва мог стоять на лапах. Алексей знал законы леса. Выжить в одиночку у малыша не было шансов. Сердце мужчины дрогнуло. Он снял куртку, бережно завернул в нее дрожащего зверя и принес домой. Медвежонка назвали Потапом. Первые недели Алексей выхаживал его как ребенка, кормил молоком из бутылочки, согревал у печи и лечил раны на лапах. Малыш быстро привык к человеческим рукам. Для него Алексей стал и матерью, и вожаком, и единственным миром. Прошел год, затем другой. Потап превратился в огромного зверя. Его мускулы перекатывались под густой шерстью, а один удар лапы мог легко переломить бревно. Но, несмотря на свой устрашающий вид, медведь сохранил кроткий нрав. Он не рычал на деревенских собак и с любопытством наблюдал за редкими прохожими. Жители Залесья поначалу забаррикадировали двери, но со временем привыкли. Потап стал достопримечательностью. Он часто сидел на крыльце дома Алексея, подставив морду солнцу, или ходил за хозяином к колодцу. Алексей разговаривал с ним как с равным, делился мыслями и горестями. Медведь внимательно слушал, наклонив голову набок, и иногда издавал тихое ворчание, словно соглашаясь. «Это не просто зверь», — говорил Алексей соседу, деду Захару. «У него душа чище нашей. Он не предаст, не солжет. Он просто любит». Беда пришла внезапно, когда февральские метели занесли Залесье по самые крыши. Алексей, всегда отличавшийся крепким здоровьем, сильно простудился, разгребая снег. Простуда быстро переросла в тяжелую пневмонию. Лекарства не помогали, а до ближайшей больницы по заваленным дорогам было не добраться. Потап чувствовал неладное. Он не отходил от двери дома, отказывался от еды и жалобно выл по ночам. Когда Алексея не стало, медведь замолк. Он просто сидел на снегу, превратившись в неподвижную серую глыбу, пока соседи выносили гроб. Алексея похоронили на небольшом церковном кладбище на окраине деревни. Родственников у него не осталось.
поэтому проводить его в последний путь пришли все немногие жители Залесья. Потап шел за процессией на расстоянии. Люди оглядывались на него со страхом и жалостью, но зверь не проявлял агрессии. Он стоял у кладбищенской ограды, пока землю равняли лопатами. На следующее утро деревня обнаружила, что Потап исчез. Его дом был пуст, цепь, которую он носил скорее для вида, лежала в снегу. Люди решили, что дикая природа взяла свое. «Без хозяина он одичает», — вздыхали старики. «Уйдет вглубь леса, забудет людей. Так, наверное, и лучше». Прошло 3 года. Залесье почти опустело, в нем осталось всего 5 жилых домов. О истории Алексея и его медведя стали забывать, она превратилась в одну из тех баек, что рассказывают заезжим грибникам. Весной умер дед Захар. Когда похоронная команда и несколько жителей пришли на кладбище, чтобы подготовить место, их внимание привлекла могила Алексея. Она находилась в запустении, ведь ухаживать за ней было некому. Однако, подойдя ближе, люди замерли от удивления. Участок вокруг надгробия был не просто чистым, земля была плотно утоптана, словно здесь кто-то ходил каждый день. На памятнике не было мха, а трава вокруг была примята. Более того, на самой могиле лежали свежие еловые ветки и несколько диких яблок. «Кто бы это мог быть?» — шептались женщины. «Неужели кто-то из города приезжает?» Но у Алексея ведь никого не было. Любопытство и капля суеверного страха заставили жителей устроить своего рода засаду. На следующий день 2 мужчин остались в кустах неподалеку от кладбища, вооружившись биноклями. Ожидание длилось до самых сумерек. Когда солнце начало садиться за горизонт, окрашивая небо в багровые тона, из леса вышла тень. Она была огромной и двигалась медленно, почти тяжело. Это был медведь. Но не тот могучий красавец, которого помнили жители. Зверь был истощен, его шкура местами свалялась, а в походке чувствовалась глубокая усталость. Седина тронула его морду, делая ее почти белой. Потап, а это был именно он, подошел к могиле Алексея. Он не искал еду, не рыл землю. Он просто лег рядом с надгробием, положив тяжелую голову на холодный камень. Зверь издал звук. Не рык, не вой, а тихий надрывный стон, в котором было столько человеческого горя, что у наблюдавших за ним мужчин перехватило дыхание. Медведь провел там около часа. Он терся мордой о памятник, словно пытаясь согреть его своим дыханием, а потом, так же тихо, как пришел, скрылся в лесных сумерках. С того дня жители Залесья взяли шефство над верным зверем. Они понимали, что Потап уже стар, и ему трудно добывать пищу в лесу. На могилу Алексея стали приносить не только цветы, но и угощения для медведя — мед, хлеб, рыбу. Потап перестал бояться людей, он словно понял, что они разделяют его печаль. Как медведь нашел могилу в лесной глуши спустя время после похорон. Как он понимал, где именно лежит его друг под толщей земли и камня. Наука может искать ответы в остром обонянии или памяти, но жители Залесья знают, его привела туда любовь. Та самая, которая не требует слов и не заканчивается с последним вздохом. Эта история напоминает нам, что мы не одни в этом мире. Мы делим его со существами,
чьи чувства могут быть глубже и искреннее наших. Потап так и не ушел в лес. Он остался верен до конца, доказав, что дружба — это не то, что происходит между видами, это то, что происходит между душами.